Hey, everybody, welcome back to our next session in the James study. Добро пожаловать всем снова, и мы продолжаем с вами рассматривать послание к Иакову. Last week we kicked off chapter 5 and got through the first 6 verses. В прошлый раз мы с вами начали рассматривать 5 главу, и мы рассмотрели с вами первые 6 стихов. And this week we'll be looking at verses 7 through 12, so we'll begin by reading them. И сегодня мы с вами продолжаем дальше и посмотрим уже с 7 по 12 стих, и поэтому мы начнем, зачитывая эти тексты Писания. All right, so let's read these verses. Давайте зачитаем эти тексты. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, пока он получит осенние и весенние дожди. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Будьте же и вы терпеливы, и укрепляйте сердца свои, потому что пришествие Господне близко. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Смотрите, судья уже стоит у дверей. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endured. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Господа. Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, как Господь в конце благословил его. But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or earth, or with any other oath, but let your yes be yes, and your no, no, lest you fall into judgment. Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными. Now, the heading in almost all of the Bibles that I have is something like "Be patient and persevering" for these verses. В большинстве текстов Писания, которые или переводов Библии, смотря на эту часть Писания, мы видим, что они становятся под каким-то заглавием таким «Будьте терпеливы». And I don't know if you remember all the way back in the intro when we introduced this study. Помните, а может быть вы уже призабыли, но в самом начале, когда мы только начали говорить об этом послании и изучать это послание, I shared how James had written to us a short and practical letter about living authentic faith in the midst of hostility or challenges. я говорил о том, что Иаков пишет свое письмо для того, чтобы помочь каждому из нас жить жизнью подлинной, настоящей жизнью христианства и двигаться вперед. And he was writing to Jewish believers who were facing really, really difficult circumstances and persecution and being scattered. И он направляет свое письмо иудейским верующим, которые находились под давлением гонения, были выкинуты из своих домов и были рассеяны в земле, которые они не хотели бы быть. And in these circumstances, their faith was being tested. И посреди всего этого, естественно, все это оказывает давление и испытание веры. And here, as we're coming to almost the end of this study, we have James continuing this encouragement. Just be patient, persevere, hold on. И вот в завершении всего, когда мы подходим уже к заключительной части этого письма, мы видим, как Иаков делает вызов, он
все сердце свое вкладывает вот в эти слова. Двигайтесь, будьте верны, будьте непоколебимы в вере, будьте терпеливы. because he knew that the testing of their faith produces patience. Потому что изначально он говорил, что испытание их веры, оно должно обязательно каким-то образом в них произвести терпение. This patience is a character trait of those who have matured. И это терпение – знак зрелости христианской жизни, и он доступен только тем, которые возросли или стали зрелыми христианами. And I think for those of us who have been walking with the Lord for a while, we realize that for us to develop patience, it requires us to walk through some challenging И situations. для любого из нас, кто уже достаточно долго в жизни с Богом, и мы достаточно долго знаем Бога, наверное, нет ни одного из нас, кто бы сказал, что для того, чтобы выработать в нас терпение, можно было бы обойтись без вызовов, без трудностей, без каких-то гонений или давления. Now, I know when I was a young Christian, and probably if we're all honest, there was a point where we thought a certain way. Когда я был молодым христианином, я помню, что у нас было своего рода свое мировоззрение на жизнь с Богом. It's almost like we thought that if we would be obedient and walked in faithfulness, that somehow we're invincible, and it would lead to like a blessed life. И мы думали тогда, что если мы будем верными, если мы будем постоянными, то это даст нам какой-то иммунитет от проблем, от трудностей, сделает нас недоступными для каких-то потрясений. That somehow if we were just obedient and faithful, that somehow it would produce in our living experience some ease and pleasure. Если бы мы только были бы верными, постоянными, то это сделало бы нашу жизнь тихой и безмятежной. Now, scriptures teach us there are definite blessings to being obedient to God's word, the examples of Jesus, to listening to the Holy Spirit. Естественно, Писание наставляет нас и говорит, что есть воздаяние верности, постоянству, покорности Богу. But the Bible doesn't teach us that obedience and faithfulness means that we're going to live a life without trials, temptations, persecutions, difficulty, etc. Но нигде Писание не говорит о том, что жизнь в покорности Богу равнялась бы жизни безмятежной и спокойной. But yet we get caught in that kind of a mindset sometimes. Но порой под давлением мнения людей мы тоже попадаем вот в эту ловушку и думаем, что именно так оно должно и быть. And that's why, especially for believers, sometimes it's so discouraging when we get slammed by a very challenging season in our life. И вот почему, когда верующий попадает в сезон жизни, где потрясение приходит за потрясением, удар приходит за ударом, это бросает вызов их вере в Бога. And I think it's in those moments that actually God calls us into a deeper relationship with Him. И я думаю, что именно в эти моменты Бог призывает нас в какие-то близкие, более интимные взаимоотношения с Ним. I can remember personally having that coming to that first realization that Jesus' obedient, sinless life led him to the cross. Если мы каким-то образом сможем распознать и увидеть, что безгрешная, абсолютно покорная Богу, совершенно исполненная воля Божья в жизни Иисуса Христа все равно привела его ко кресту и страданиям. And here now we have James saying, therefore be patient. И вот здесь Иаков и пишет, поэтому будьте терпеливы. This encouragement that we would need to continue to be patient in circumstances that just would not be pleasant. То есть он показывает о том, что независимо от того, насколько глубоко мы посвящаем свою жизнь Богу и покорны Богу, будут обстоятельства в нашей жизни, которые все равно будут бросать нам вызов и не будут комфортными и уютными.
And this character trait, patience, it's something that Jesus exhibited in intense situations. И этот характер, это то, что Иисус показал на примере в самых трудных, стесненных обстоятельствах его жизни. Он показал, как должно себя вести. And for it to be produced in our life, it requires that we're going to have to pass through difficult times. И для того, чтобы нам получить такого рода зрелость, необходимо будет и проходить через трудные перешейки жизни. And like I've said in some past lessons, it's obviously never pleasant, and it's hard in the moment to see that God's doing good when He is. И в таких обстоятельствах, как я уже говорил раньше, когда мы посреди давления, посреди войны, посреди атаки, очень сложно для нас видеть, что Бог делает свою работу, которая является для нас благом. Бог творит какое-то добро посреди этого. As I was reading these verses in preparation, I remembered a time personally where I visited a church where I hadn't been there for many years. Я помню, во время подготовки, когда я готовился к этому уроку, я вспомнил, что однажды я приехал в церковь, в которой я не был долгое время. And in those years between my visits, I went through some very difficult things. И между промежутки, между моим последним приходом в эту церковь и сегодняшним посещением церкви, я проходил через очень глубокую пустыню. So I'm back, I preached a message, I spent time at the end of the service praying for individuals, and this one woman came up and spoke with me. И вот я приехал в церковь, я служил, я проповедовал. В конце, после всего, я остановился для того, чтобы служить и молиться за людей. И вот в конце всего одна женщина подошла ко мне. And she said to me, she goes, "You're different than the last time you were here." И она подошла ко мне и сказала: ты другой, ты сильно отличаешься с того времени, как мы видели тебя в прошлый раз. The way you were speaking and teaching the word, to me, it's obvious you have a more deeper relationship with the Lord now than several years ago. То, как ты говоришь, то, как ты учишь, то, как ты преподносишь Писание сегодня, доказывает мне то, что сегодня ты Бога знаешь намного более глубже, чем тогда. I remember, leaving that church encouraged because it was just hard for me to see what this woman saw. That there had been something God did that was precious and good in me, even though I couldn't see it at the moment. И уходя из этой церкви, я черпал из слов этой женщины ободрение для себя, потому что, проходя через такое трудное время, я не мог увидеть вот чего-то ценного, красивого или дорогого, что Бог вложил в меня посредством всех этих потрясений. And for me now, when I see James writing, "Therefore be patient," I don't take it in a harsh tone. И сейчас, когда я читаю послание Иакова, где он говорит: «Посему, братья, будьте терпеливы», я не слышу в этих словах какого-то укора. I mean, I think he's writing it in a very serious tone, but it's more like, just hold on, you're going to see. Just hold on. Это больше, несмотря на то, что он вкладывает всю серьезность в эти слова, его слова больше наполнены ободрением. Держитесь, стойте, вы обязательно увидите, что это стоило. And so it's my hope today that some of you will be encouraged. Even it's hard sometimes when you hear someone say to you, "You just need to be patient." That's something that's sometimes not a welcomed comment. Порой, когда мы проходим через определенные какие-то трудности или вот давление, и когда кто-то приходит к нам и говорит: будь терпеливым, оно как-то не ложится, оно не вдохновляет, это не какое-то такое, не что-то, что мы с удовольствием слушали бы. I know for me personally, there's been times people just tell me, like, "Look, you just need to be patient," and I'm thinking on the inside,
Yeah, that's easy for you to say. You have no idea what I'm going through. И я помню, когда в моей жизни, проходя через трудности, кто-то подходил ко мне и говорил: ну, тебе просто нужно быть терпеливым, тебе нужно терпение, тебе Бог работает с твоим характером. Ну, улыбаясь, я соглашался, но внутри я понимал, что ты понятия не имеешь, о чем ты говоришь, ты не знаешь, через что я прохожу, тебе это просто сказать. And yet here James is saying, look, to people who are going through something difficult, hey, be patient. Но здесь Иаков, обращаясь к верующим людям, он говорит: смотрите, будьте терпеливы, держитесь, продержитесь. So I did a little study on these words, patient and patience. And from a biblical point of view, this is what my understanding of their meaning. И я взял, потратил немного времени для того, чтобы рассмотреть эти два слова: терпение и терпеливый. The first meaning is like standing fast when you would rather like to run. В одном это стоять на месте в то время, когда все в тебе кричит «беги». It's also the ability to hold back one's anger Это in также, frustrating situations. это также способность сдержать всплеск злости в то время, когда ты находишься в какой-то вот провокационной ситуации. We can see James kind of expressing the idea, the ability to wait on God's timing. Также мы видим, что Иаков делает ударение, это как способность выждать, дождаться времени, которое Бог определил. The ability to wait with a good attitude while the promises of God have yet to come. Стоять твердо, не видя обещанного, но зная, что где-то обетования Божьи вот-вот должны реализоваться. And it's in this understanding of patience that we also understand, oh, okay, this is going to require me to be in some challenging situations. И вот в этом понимании или определении слова терпение мы заключаем, что для того, чтобы нам получить что-либо от Бога, выработавший терпение, нам нужно пройти через времена вызовов и потрясений. And these Jewish believers that were receiving this letter, they were enduring injustices, sufferings, trouble, mistreatment. И эти верующие из иудеев, которые приняли Иисуса, они проходили через множество таких давлений, испытаний, трудностей. Они проходили через отречение людей от них, много боли. Enduring these things while it's taking everything they have to stay true to the Lord and hold on to Him. И они брали все, что у них только было, для того, чтобы удержаться, схватиться за Бога и держаться. And we also get the idea that patience is a character trait that's required in our relationship with each other. И терпение также необходимо нам во взаимоотношениях с друг другом. In fact, patience has a twofold application in life: patience with people and patience in circumstances and situations. Терпение имеет такое двойное значение. Это терпение в отношении людей и терпение в отношении обстоятельств. And as we grow and mature, patience becomes our faith-inspired response to difficulty. И в то время, когда мы возрастаем в Боге, в то время, как мы становимся зрелыми, то это доказывается тем, как терпение показано или экранизируется в реакции на определенные обстоятельства. So where early on we may run away, here as you mature, patience is that faith response to stand, not to run, but to endure. В то время как раньше, видя какие-то определенные обстоятельства, это провоцировало нас убегать в сторону, то сейчас терпение, которое вырабатывается в нас, оно провоцирует нас стоять твердо,
не двигаясь, непоколебимо. So let's read verses 7 through 9 one more time. Давайте мы с вами снова вернемся к 7 по 9 стих и прочтем их. Therefore be patient, brethren, until the coming of Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Земледельцу приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, пока он получит осенние и весенние дожди. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Будьте же и вы терпеливы и укрепляйте свои сердца, потому что пришествие Господа близко. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит возле двери. Now, something jumped out at me when I read these verses. 3 verses we just read. 3 стиха, которые мы прочитали, и что-то выделилось мне в то время, как мы зачитывали эти тексты. And 3 times James refers to Christ's second coming, his return. Трижды Иаков упоминает или делает ссылку на второе пришествие Христа. And I think there's something related to enduring and having patience. It's connected to our view of Jesus' coming back, our understanding of him coming back. Я думаю, что есть что-то, что соединяет нашу способность терпеть с нашим пониманием или взглядом скорого пришествия Иисуса Христа. And I believe it's in the letter of Titus that we learn it's our blessed hope. И если я не ошибаюсь, то в Титу написано, что это блаженное упование, надежда возвращения Иисуса Христа. I mean, he is coming back. Он грядет, несомненно. We just celebrated the death and resurrection of our Lord and Savior. Мы только что отмечали смерть и воскресение Господа нашего. And in his virgin birth, his coming to earth, his death and resurrection, he fulfilled prophecies that were spoken many, many, many years beforehand. И во всем, в рождении, в служении, в страданиях, в смерти, он исполнил пророков, которые говорили о нем задолго до этого. And those prophecies about his second return, they're going to come true too. И все его пророчества, которые говорят о его втором пришествии, они равно будут исполнены также. And knowing that and believing that has an implication. It's a motive to be patient. И зная это, и видя это должно нас мотивировать к терпению. Because it may not happen today or tomorrow or this year or next year. Может быть, это не произойдет сегодня или завтра, в этом году или в следующем году. But it's true that it will happen and it could happen at any time. Но мы точно знаем, что, во-первых, это точно произойдет, а второе, это может произойти в любое время. Now, in these verses, James uses the example of a farmer. И вот здесь Иаков берет пример и говорит о фермере. He chose the analogy of a farmer to encourage us to be patient. И он берет, и он избирает вот этот вот пример фермера для того, чтобы нарисовать нам картину терпения. Now, if we think about farming, it's a process. And there's many variables that come into play in raising a crop. И когда мы думаем о садоводстве, или когда мы думаем вот о взращивании чего-то, мы видим, сколько в это вовлечено различных процессов. And this idea of farming is very relevant to us, and that's why James is using this example. И вот это пример, он как бы очень понятен для нас и знаком для всех нас, поэтому Иаков берет и использует этот пример. Right? Crops, they don't grow overnight. Во-первых, ничто
не растет как бы за ночь. right? Weather Моментально can't be controlled. мы не можем контролировать погоду. And if we apply this analogy to ourselves, there's a life process for us as well. И если мы возьмем и рассмотрим этот пример для себя, то мы увидим много аналогий с нашей жизнью. Right? We don't grow up in a day, we grow daily. Мы не вырастаем за день, мы растем ежедневно. And to me, I don't know if this will help me, but it help you, but it helped me. Я не знаю, насколько поможет это вам, но это в какой-то мере послужило мне. It's not only us who are being told to be patient. Не только нам сказано о терпении. Imagine how patient Jesus is. Представьте терпеливость и терпение Иисуса. Right? So we're waiting for Jesus to return, Мы ожидаем возвращения Иисуса, while at the same time he's waiting for us to grow. в то время, когда Он ждет от нас зрелости. I mean, the Bible tells us that he's preparing a place for us. Писание говорит о том, что Он пошел приготовить место для нас. And yet at the same time, he's preparing us for that place. И равно этому Он готовит нас для этого места. And when I think about how patient Jesus has been and is with me, И то, как Иисус терпелив ко мне, it helps me to be patient myself in difficult times. это помогает мне быть терпеливым посреди трудностей. Now, in these verses, James references the early and latter rain. Здесь Иаков говорит о позднем и раннем дожде, упоминает его. And Jewish farmers, these Jewish believers, they would have understand the thought that James was trying to get across. И фермеры того времени прекрасно понимали мысль, которую Иаков пытается им озвучить. And James is saying, look, good farmers wait patiently, not just for the first rain, but for the second, the latter rain. Что фермер терпеливо ожидает не только начального или раннего дождя, но и позднего дождя. The thing that has been planted needs both the rain in the beginning and the end. Посеянному нужно дождь ранний и дождь поздний. You know, the seed, the crops, they need both rains. И семя, и ростки нуждаются в дожде раннем и дожде позднем. The early rain comes and it softens the soil and really gets the growth process started. Ранний дождь, увлажняя землю, он рождает процесс, он создает среду, где семя начинает прорастать. It's what causes the seed to be able to germinate and begin to take root in the process of life. Это то, что позволяет семени раскрыться, умереть и пустить корни. And it's the latter rain that brings the harvest to maturity. Но поздний дождь – это то, что позволяет привести к жатве. And sandwiched in between. Is this sandwiched between the two rains. In between those two rains is this period of drought. И вот между этими ранним дождем и последним дождем вот это вот период засухи. And good farmers know not to harvest in the drought, but to wait for that latter rain. И хороший фермер всегда знал, что для того, чтобы ему пожать, чтобы жатва была хорошей, ему обязательно нужно дождаться последнего дождя.
Now, this позднего is a дождя. generalization, but I see it in my life. Естественно, это только общие такие черты, но я равно этому вижу это и в моей жизни. You know, I came to the Lord, a lot of excitement, growth, miracles, things happening that just, caused the life process to begin in me. Это то, что помогает мне видеть то, что рождает во мне этот процесс жизни. And then there's a season of drought where my faith gets challenged. И есть период засухи, когда все испытывает мою веру, Where I'm required to have patience, когда мне необходима терпеливость and I wait for the next rain. и ожидание позднего дождя. And I've gone through this cycle many times in my life and in my walk with the Lord. Я видел эту цикличность многократно в жизни моей и хождении с Богом. And James is saying there's this process, and good farmers, they wait patiently for the precious fruit. И Писание говорит, что здесь хороший земледелец ожидает терпеливо плода. Now, in Galatians chapter 6, verse 9, we read this familiar encouragement to not grow weary while doing good. Мы в Галатам 6 главе 9 стихом читаем знакомое нам ободрение в том, чтобы, делая добро, мы не унывали или не останавливались творить добро. For in due season we shall reap if we don't lose heart. И что в свое время мы пожнем, если не ослабеем. And good farmers wait for the precious fruit. Precious meaning valuable, honored, and beloved. И хороший земледелец, он ожидает доброго плода, то есть качественного, любимого, то есть он все в этом будет находить. And the good farmer, he's waiting patiently in the growing season for the perfect time to reap the most fruit. И вот земледелец, о котором мы говорим, он ожидает верного, правильного времени для того, чтобы пожать жатву. And both in Galatians says, do not lose heart. In James 5:8, it says, establish your hearts. В Галатам написано, пускай ваше сердце не ослабевает или не унывайте, а здесь написано ободритесь. Meaning in difficult seasons, we are not to turn away, but turn resolutely in a certain direction. Это говорит о том, что в трудные времена мы не то чтобы должны отворачиваться, напротив, мы должны повернуться в правильном направлении. When the circumstances and the challenges of life are putting pressure on us to turn away from God. Когда обстоятельства жизни, они провоцируют нас отвернуться в сторону от Бога. We with resolution, or I like to say, with stubbornness, we keep turning to God. Мы же, в свою очередь, должны, напротив, поворачиваться, делать все, чтобы повернуться в сторону, к направлению Бога. Держаться у пути. Держаться пути. Не уходить, не сходить с дистанции. Now here's some encouraging verses. Psalm, I think in your Bible, 54:23. Псалом 54:23 в русской Библии. In my Bible, it's 55:22. В английской Библии это 50-й Псалом, 22 стих. We read, cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. 23 стихом в 54 главе книги Псалмов написано: «Возложи на Господа свою заботу». He shall never permit the righteous to be moved. И Он тебя подкрепит, никогда Он не даст поколебаться праведнику. I'm going to tell you, God knows how difficult circumstances impact ourselves physically, emotionally, spiritually.
Бог знает, как трудные обстоятельства влияют на нас эмоционально, физически. And if we just keep turning to Him, He sustains us, and even in the difficult times. И если мы будем продолжать терпеливо поворачиваться в сторону Бога, то Он поддержит нас. In 1 Peter chapter 5, verses 6 to 7, we read, Первое послание Петра, на сей раз 5 глава и 6 стих, мы читаем такие тексты. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Посему смиритесь под крепкую руку Божью, и Он возвысит вас в свое время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. Again, this idea of like life will hit you, and on your own you can't take it. You have to stay held. You've got to hold on to the Lord, and He will sustain you. Вызов, который жизнь бросает нам, жизнь с Богом бросает нам, мы не способны выдержать или пройти сами по себе. В нас нету той силы, и поэтому необходимо нам удержаться или держаться за Бога. Now, I wear glasses because I don't have 20/20 eyesight. Я ношу очки, потому что зрение мое далеко от совершенства. And I say that because the Bible enables us in a topic like this to have better than 20/20 eyesight. И я говорю об этом, потому что Писание, говоря обо всем этом, делает нас способными видеть лучше, чем просто совершенное зрение, иметь не просто хорошее зрение. And in Genesis chapter 50, verse 20, we see that Joseph somehow spiritually had 50/20 vision. И в книге «Бытие», 50 глава, 20 стих, Joseph was thrown in a pit. He was going to be killed by his brothers. They ultimately sell him into slavery. Здесь описывается Иосиф, который был брошен в ров, был продан в рабство своими братьями. He then ends up enduring prison. Проходит через изоляцию, проходит через тюремное заключение. But ultimately, God puts him in second in command of all of Egypt. Но в завершении он становится премьер-министром, вторым по величине в Египте. And when his brothers finally they're reconnected and they apologize to Joseph, we read in Genesis 50:20 Joseph's response, his view on И вот things. когда братья приходят, и они снова соединяются вместе, когда братья видят Иосифа, Иосиф открывается братьям, мы видим реакцию Иосифа. It reads, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about as it is to this day to save many lives." Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко благу, чтобы совершить то, что происходит теперь, спасение многих жизней. Joseph somehow was able to have much better vision spiritually, a better understanding of what was going on in his life because of his connection with God. Иосиф каким-то образом, находясь в своих взаимоотношениях с Богом, сумел увидеть более ясную картину, чем видели это братья. He saw the bigger picture. He saw beyond the circumstances that were right there in his face that he was living through. Он увидел дальше, за пределы обстоятельств, в которых он находился, и сумел рассмотреть почерк Бога, который творит больше, чем он мог себе представить. And in all those difficult situations, he kept working. He was laboring for God. He was keeping a good attitude. И посреди всех этих обстоятельств он продолжал служить Богу, он продолжал держаться Бога, он продолжал двигаться за Богом.
And he wasn't grumbling, he didn't complain. И он не жаловался, он не роптал. He didn't get impatient with God. И он не срывался в сторону Бога. He wasn't impatient with his brothers. И он не роптал на своих братьев. You know, I don't think he understood exactly what God was doing, but I think he had the overall sense that God was doing something much bigger than what he could see with physical eyes. Я думаю, что он понимал где-то на уровне сердца, что Бог делает что-то больше, чем то, что он мог видеть в данном случае. And there's a truth here. Really don't know what God is accomplishing in our troubles. И мы до конца не знаем, что именно Бог делает посреди всех наших трудностей. But like Joseph, Но как Иосиф, let's trust that God means it for good. давайте мы будем доверять Богу, что Бог это определил ко благу. And I would put this caution out. I think in difficult situations, the devil likes to come and fill our minds with some untruths. Я знаю, что во времена такого испытания или трудностей дьявол приходит, и он наполняет наш разум ложью. I know for me, there's been a number of seasons where I was thinking maybe I'm the trouble. Я знаю, что для меня на протяжении определенных сезонов жизни я часто думал, что вся проблема во мне. Это я такой. Maybe I brought this suffering on myself. Maybe I made bad decisions. Maybe I'm just Это я, a кто, variety of things. это я тот, кто спровоцировал все это. Это результат моих неправильных решений. Это я, кто спровоцировал эти обстоятельства таким образом быть. And although I know it's a good practice to consider one's ways, to search and see if there's anything that's harmful within myself personally. И с одной стороны я понимаю, что это правильно и необходимо испытывать и взвешивать себя и просматривать свое сердце. I've realized when I get fixated on myself or just on my problems, thinking I'm the problem, I'm listening not to God. И я понял, что в то же самое время, фокусируясь на себе, на моих проблемах, я смотрю на себя, а не на Бога. Because truthfully, I suffer, we suffer, Jesus suffered because he was faithful. И мы должны понимать, что и я, и вы, и в конце концов Иисус, Он тоже страдал, потому что был верен. So I want to tell you, even if you were perfect, И поэтому я хочу вам сказать, даже если бы вы были совершенны во всех путях, you would still go through difficult times. вы все еще будете проходить через сложные времена. It's not so much that you have walked into them, but they found you. Не то, чтобы вы искали проблемы, проблемы нашли вас. So get off looking at yourself and look beyond and trust the Lord. И поэтому перефокусируйте свое внимание с себя и посмотрите на Бога. All right, so let's look at verses 10 and 11. Давайте мы быстренько посмотрим на 10 и 11 стих. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Господа. Мы считаем их благословенными,
Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о страдании Иова и видели, как в конце Господь благословил его, потому что Господь богат милостью и состраданием. When I think of the prophets, Когда я думаю о пророках, most of who were persecuted, killed, stoned, большинство из которых были забиты камнями, убиты, распяты. I think of people who had active patience versus passive patience. У них это люди, которых я рассматриваю и понимаю, что это люди, которые имели активную составимую терпения, нежели пассивную. And what I mean by that, И то, что я думаю, или то, что я подразумеваю под этим, there's a way where there's a patience where you've given up. есть терпение, когда ты сдался. And there's an active patience where you continue to do what you can. И есть активная фаза терпения, когда ты продолжаешь делать то, что ты можешь. Even in difficult situations. Даже в трудных обстоятельствах. And I think when you look at the prophets, you get an example of active patience, laboring while waiting, doing what you can, even in rejection and persecution. Продолжая посреди всего стоять и делать то, что ты можешь, то, что у тебя получается, даже посреди давления. And I also think when you think of the prophet, you think of Job. Вы You see думаете how об much God Иакове, deeply cares. вы увидите, как Бог действительно заботится. I need to say that I think this is for someone. God has not forgotten you. He has not forsaken you. И кому-то я хочу сказать, для кого-то, Бог вас не забыл, Он не оставил вас. God deeply cares for us and he keeps us through trouble. Бог проводит нас через трудности, Он проносит нас. And ultimately, God is a deliverer. И в завершении всего Бог, в конце концов, избавитель. And he will deliver us. He'll deliver you И Он through избавит вас, и Он избавит меня your challenges. через все ваши испытания. All right, let's end by looking at verse 12. Давайте мы завершим тем, что мы посмотрим 12 стих. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no, no, lest you fall into judgment. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» будет настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными. This phrase, but above all, means this is very important. Прежде всего, вот эта вот фраза «прежде всего» это значит более чем важно. James is saying, look, not only should we not complain or grumble, Иаков говорит не только, что мы не должны роптать и сетовать, we should not swear or we should not falsely be мы speaking or swearing. мы не должны клясться, как он говорит, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой. In fact, in this verse, James is quoting almost word for word his brother Jesus, something he spoke in Matthew chapter 5. И интересно, что здесь Иаков цитирует своего брата Иисуса, который говорит практически то же самое в 5 главе Евангелия от Матфея. So we have to understand this isn't just as James' idea. This is actually Jesus saying, you И мы know, должны понимать, что это не просто идея Иакова, это то, что говорит Иисус. let your yes be yes, your no be no. These are the words of Christ. Да будут ваши «да, да», «нет, нет» — это слова не Иакова, это слова Христа. Let me simplify it this way. И позвольте мне это упростить и сказать таким образом. Think before you speak. Думайте,
прежде чем говорите. Right? This is so important, especially in difficult circumstances. Это так важно, особенно в трудных обстоятельствах. We're to take our commitments seriously. Нам нужно очень серьезно относиться к своему посвящению. Do not be trivial with God's name. Не будьте легкомысленны, не используйте имя Господа в суетности, в легкомысленности. We're to be a people who are true to our words and true to God's word. И мы должны быть людьми, которые держат и свое слово, и держатся слов Бога. Right? Years ago, I made a commitment to myself. I wanted to be a person who spoke what they meant and meant what they said. Много лет назад я принял для себя решение, я хочу быть человеком слова и дела. And I think what's implied in this verse is there needs to be a connection with our mouths and our hearts. И то, что я вижу, как бы соединяется в этих стихах, это должно быть соединение от нашим сердцем и словами, которыми мы говорим. If we guard our hearts, if we don't lose our heart, if we establish our heart with the Lord. Если мы держимся Господа, если мы храним свое сердце, если мы держимся упования на Бога, Then out of our mouths will be good, something good, fresh, a wellspring of goodness. какое-то доброе будет проистекать тогда из наших уст. Those things that speak of someone who has the Christ character trait of patience. Слова, которые подтверждают, что в жизни человека отображены характеристики терпения и верности Богу. Passing through difficulties, Проходя some very severe, через трудности, проходя через испытания, даже очень сложные, is something we will all go through. это то, через что все мы будем проходить.